Итак, дорогие друзья, хочу подарить вам еще одну работу. И, наверное, на пару дней, если смогу, конечно, себя заставить отдохнуть. Может, только лекции снимать. Я настолько привыкла работать, что я уже отвыкла отдыхать. На самом деле не умею отдыхать, и это очень плохо. Нужно иногда давать себе отдых. Но поскольку ощущение, что я могу не успеть, заставляет меня все время снимать, говорить, дарить и прочее. Но не будем об этом. Итак, есть люди, которым все сходит с рук. Но это из ряда заговоренных, когда мы говорим, как заговоренный прям. Ну ничего с ним не делается, ну вот никак. Любая опасность проходит мимо и никак не коснется. Но заговоренный, он немножко по-другому делается, заговорить человека от бед. Это от бед. А здесь, когда человеку все сходит с рук. Виноват он, не виноват он. Иногда люди задают вопрос, ну вот как вот, просто откровенно видно, что человек виноват, а все равно не наказывается. Есть такой момент, у каждого человека свой секрет. Кого-то род бережет, кто-то делает очень много добра, и поэтому, когда делает какие-то глупые поступки, нехорошие, предположим, то это добро перекрывает то, что сделал человек. А иногда просто человек действительно не виноват и работает честно, достойно живет, никому не мешает, но в любом случае вокруг него одна зависть и желание его утопить. И, казалось бы, собираются вокруг него, там травят, пытаются там по-всякому очернить. Это может произойти и с боксерами, это может произойти и с чемпионами, с певцами и так далее. Когда человек действительно живет достойной жизнью, отдается весь работе, и, казалось бы, не к чему придираться, но найдут. Но даже в этом случае, когда против него целый поход устраивается, ему сходит это с рук. И ничего за это не бывает. У каждого свои способы избежать каких-то серьезных таких происшествий, которые могут навредить ему, его детям и прочее. Но есть еще одно но. Издревле были определенные заговоры, шепотки, которые давали своим детям, внукам ведьмы. Или давали своим знакомым, там, хорошим, близким людям, чтобы этим людям ничего не было, чтобы в этой жизни все им сходило с рук. И ничего не получалось. Вот 100 раз на вас в суд подадут, не получится ничего. Не знаю, там пожалуются, тут пожалуются, никто не будет обращать внимания. Решать там загрязнить ваше имя через соцсети, ничего не получится. Все будет сходить с рук. Хочу поделиться с вами очень хорошим заговором. Когда можно это читать? Ну, ваш ребенок, предположим, подрался в школе. Вот вас директор вызвал, сейчас будет там целая история, разговор, может быть, в наказание даже попросят перевести в другую школу. Но вот так получилось, ребенка вывели. Можно, конечно, идти и отстаивать правоту, и нужно это делать, но в то же самое время как сделать так, чтобы все заткнулись и ушли себе каждый в свой кабинет, и дело все завершилось. Начитать этот заговор на все 4 стороны света, то есть заранее себя обезопасить, подстраховаться. Почему поворачиваетесь на все 4 стороны света? Как будто, знаете, смотря какая цель заговора.
Если кого-то призывать со всех 4 сторон света, открывая двери, ты призываешь то, что хочешь. Если хочешь себя обезопасить, все 4 стороны света закрываешь, чтобы из ниоткуда тебе никакая опасность не пришла. С этих 4 сторон света. Вот почему. Это тоже часть ритуала, это тоже ключ. Становитесь, поворачиваясь на каждую сторону света, по одному разу читаете. Вот почитали, повернулись сюда. Прочитали, повернулись туда. В общем, 4 круга. И 4 раза почитали и пошли спокойно. Приходите, директор вся такая улыбчивая. Мы уже разобрались. Мальчики уже помирились, сказали, что все хорошо, ничего не будет и так далее. Вам скажу по секрету, когда я помогаю человеку избежать судебного наказания или еще чего-нибудь такое, то я, помимо той работы, что делаю, начитываю в конце вот этот заговор. Хотя я вам дарю это, но он настолько сильный, что им могут пользоваться кто угодно. Вообще моими всеми ритуалами могут пользоваться как люди практикующие, так и обычные. Разницы никакой нет. Просто для практиков это особые дебри, особые заговоры, которые простым людям все-таки коснуться не очень можно, точнее совсем нельзя, потому что там есть определенные вещи, которые только практик знает, как нужно делать, если ошибаться, как исправить и так далее. Но если практик возьмет мои обычные работы, то есть для всех, как бы обычные, так называю просто условно, и будет ими работать, они сработают на ура точно так же, как и у всех людей. Итак, с одной стороны, это и плохо, если честно. Вроде и хорошо, и плохо. Знаете, и размножаются такие практики, потому что ритуалы мои настолько действенные, сильные, что человек решает, что может просто дать мою работу кому-то. Оно, естественно, получится, а лавры себе на голову наденет, что вот это я сделала. Не сказав даже, откуда этот ритуал взят и кем он создан. Вот человек сделает, скажет, потрясающе, все получилось. Вот я такая вот практик. Но до того момента, пока человек не узнает, что это ведьмина изба, что эти ритуалы бесплатные, они здесь. Как только узнает, либо человек должен сказать этому товарищу, предъявить за вранье, либо у него перестанут получаться. Потому что если этот человек сделает вид, что все нормально, дальше будет пользоваться этими работами, как будто бы берет у там Маруси и еще кого-то, то у него не получится. Это уже посчитается ворованный. До этого он не знал, у него получались. Теперь он узнал, он должен быть благодарен создателю этих работ, а не делать вид, что все хорошо, дальше можно пользоваться и дальше идти. И этот товарищ, называющий себя практиком, тоже до определенного времени, пока не узнают и не поймут, чьи работы на самом деле работают, а не его личная сила. Так вот, один момент хочу рассказать. Я знаю, что человек узнает, о ком речь. Ну, не буду, конечно, называть. Дело такое, что поножовщина, в общем, молодые люди и очень переживали, как бы там одного из этих молодых людей не посадили. И тот молодой человек, который был в реанимации, он из неблагополучной семьи, подленький такой товарищ. И, конечно же, не было никакой надежды, что он там что-то так оправдательно скажет и так далее. Мало того, что он выжил после этой работы, так он проснулся и взял всю вину на себя, ответственность, что это я виноват, и он оборонялся. То есть он ничего не сделал, мне это я виноват. После в конце работы я прочитала вот этот заговор, ну, естественно, направила на это дело. Теперь, почему одного человека могут посадить хоть за курицу, а другому ничего не бывает, даже если разобьет окна там соседских домов? Потому что есть определенные вещи, которые эти люди знают и никому не говорят. То, что они говорят, мы не виноваты, поэтому нас не судили, и не верьте. Они просто что-то знают. У них есть что-то такое, что вот где-то они услышали, прочитали. Может быть,
У них есть такая тайна, там, помните, тайна это оберег, вот они не выдают. Может быть, они просто полночь, каждую полночь читают, чтобы мне в жизни ничего не было и так далее. А может, у них какой-то там, какая-то мантра есть, какое-то волшебное слово, все время они повторяют, повторяют, и вот это действительно срабатывает, и им все сходит с рук. Или они себе внушают, они вот уверены, что им сойдет с рук, и как бы даже мысли не допускают, что за что-то будут наказаны. Хочу вам сказать, что этот заговор сработает у людей, если человек не виноват. Потому что во всем должна быть вселенская справедливость. Не должно сойти с рук, если человек подлый, подло поступает, скажем, ломает другому человеку жизнь, и вот он начитал, пусть все сойдет с рук, и все хорошо. Не сработает. Если вы не виноваты, но вот пытаются вас очернить. Если вашего ребенка довели в этой школе, достали, в конце концов он накинулся, избил кого-то, и вы понимаете, что он не виноват, но сейчас, естественно, перед законом он виноват. Начитайте. Если вы опоздали на работу, ну так уж получилось, да, по уставу вы виноваты. Но с другой стороны, вы все время остаетесь после работы, помогаете всем, то есть вы делаете сверх меры, но один раз опоздали и могут за это вам, скажем, лишнее сказать. Начитайте перед тем, как поехать. Или начитайте, как приехали в своем кабинете. И тогда вам разбор полетов никто не устроит. Вот такие моменты. То есть, знаете, без вины виноватые. Вроде бы, да, перед законом есть ваша вина, но морально вы не виноваты в этом. Начитайте, вам сойдет с рук. Что еще может быть? Я даже не знаю, какие примеры привести. Ну, работайте официанткой там. Случайно там задели чашку чая. Вот этот чай там вылился на какого-то дяденьку. И он там крик поднял, все такое. Виноваты вы, да. Но ведь вы не специально это сделали. Нет. Или дяденька начал к вам приставать, вы повернулись, дали ему в морду. Вроде бы виноват, но с другой стороны, если посмотреть, он это заслуживал. Понимаете? То есть тот момент, когда вы перед законом вроде бы виноваты, а перед моралью, перед совестью нет. Или когда вас пытаются ни за что, ни про что свалить, просто уничтожить, растоптать, и вы совершенно не виноваты, но вы понимаете, что там свора собак, и они могут навредить, они могут там придумать всякую грязь. Берете и начитываете, и тогда вам все сходит с рук. И дальше что-то такое, и удар смягчается. Этот заговор может вам помочь даже суд выиграть. Этот заговор может вам помочь, чтобы соседи отстали, если они постоянно достают вас. Чтобы вы их поставили на место, а вам за это ничего не было. И так далее. Все сходит с рук. Или все с рук сойдет. Итак, поехали. Лису я не просто так выставила. Хитростью, умом, знанием и своей тайной. Выигрываем всех и вся. Обыгрываем в том числе. Старик посреди реки стоял. Руками рыбу ловил. А рыба скользкая из рук его вырывается. Да назад в воду возвращается. Не поймать рыбу. Была рыба, да сплыла рыба. Так и меня ничем не взять. Была я, да сплыла я. Все мне с рук сходит. Скверно от меня отходит. И обо мне забудет. Творю, что хочу, и ни за что не плачу. Творю, что желаю, и никак не страдаю. Все мне сходит с рук. Заклято. Еще раз. Старик посреди реки стоял. Руками рыбу ловил. А рыба скользкая из рук его вырывается, да назад в воду возвращается. Не поймать рыбу. Была рыба, да сплыла рыба.
Так и меня. Ничем не взять. Была я, да сплыла я. Все мне с рук сходит, скверно от меня отходит. Обо мне забудет, творю, что хочу. И ни за что не плачу. Творю, что желаю, пожелаю, и никак не страдаю. Все мне сходит с рук. Заклято. Хочу вам сказать одну интересную историю рассказать, связанную с этим заговором. Значит, то, что нужно при серьезных делах и проблемах делать именно так, поворачиваясь на все 4 стороны света. Но бывают моменты, когда нет возможности вот встать, повернуться, как бы делать как положено. Можно ли читать, сидя там за рулем, например, и так далее? Или дома скандал начал муж, вот вы там разбили машину, например. Что делать, чтобы сошло с рук, чтобы не было дома войны? Он воспринял бы это хотя бы более-менее спокойно. Начитать тут же. И была такая история, когда женщина нарушила, не поняв, куда едет, поехала по двойным сплошным. Иногда нету четкого очерчения, особенно в этих, знаете, вот этих узких двориках, и хрен поймешь, куда едешь. И вот она поехала не туда. И тут ГАИ останавливает. Женщина, вы неправильно, вот вы двойная сплошная, навстречку едете. Она говорит, ну тут же машин нету. Нет, вы должны с той стороны двора выйти, а вы сюда вышли. И она говорит, я сказала, можно я сейчас через пару минут выйду? В принципе, она может сразу показать, но она хотела с ними договариваться, как бы на месте. Решила, что деньги заплатит, потому что это все-таки лишение прав. Выйти там, поговорить и так далее. И она говорит, а можно я чуть позже? Они там, а в чем дело, что произошло? И говорит, я просто, мне фантазии не хватило, я не знала, что придумать. Я говорю, я сейчас заговор от вас просто начитаю и приду. Они, говорят, посмотрели на меня, как на умалишенную. Потом как расхохотались. Ну, хорошо, читайте, читайте. Вот она начитала этот заговор, вышла. И что, говорит, вы думаете, что этот заговор вам сейчас поможет? Ну, не знаю. Одним словом, они там поговорили с ней, потом решили, что, ну, ладно, отпустим, там ее по 5000 взяли и, значит, отпустили. Хотя могли взять намного больше. И, как бы, знаете, еще и на лишение прав полностью. Но или их, знаете, насмешило вот этот момент наивности. Сейчас заговор против вас начитаю, выйду. Или именно, ну, вообще-то заговор сработал, это понятное дело, потому что отделалась она легким испугом, по 5000 отдала, ушла. Вообще, это очень большая цена, может и 100 обойти. Вот. И она сказала, что мне времени не было на все 4 стороны читать. Я вот сразу вот так, и я уже не раз это читала, мне помогало. И вот на сей раз тоже помогло. Так что если у вас прям нет возможности, и вот прям сейчас нужно, ну, быстро почитайте, сидя там, где вы есть. Как говорится, воюй там, где стоишь. Так что, дорогие друзья, вот как директор пришел с вами ругаться, извините, там, Прохор Петрович, можно я сейчас от вас заговор почитаю и приду к вам на ковер? Мне кажется, после этого он с вами ругаться не захочет. А в этом заговоре Петр Петрович, знаете, какие красивые слова есть? Вот что любой, кто мне что скажет, чтобы он того этого, мне кажется, Петрович и ключи от кабинета вам отдаст и уйдет. Вот такое дело. Все, дорогие друзья, всем удачи. Пойду я, наверное, отдохну. И прям вот хочу себя за шкирку схватить и заставить в эти дни отдохнуть. Посмотрим, получится у меня это или нет. Все.